Всем привет! У нас сейчас начнется операция скважина. Будем доставать насос. Все бы ничего, да, только сегодня очень холодно. Сейчас будем тепло одеваться. У меня вот такие штаны. Машина такие же купить. Теплые они. Штаны сейчас одену. Свитер вот такой. Шерстяной. У Маши тоже куртка теплая. А, она еще вот сейчас поднадела. Я еще езжу в кофте 30... еще. А, еще и в кофте 30 градусов. Дубленку. И вот сапоги. Где они? Где мои сапоги? Вот такие вот. Они теплые. Но есть еще теплее. Надо брать помягче, чтобы вот этот полиуретан или как он. Вот как у Вани мы взяли, они мягкие. Вот Ване взяли они, вон видите какие мягкие, и они вот у них и вот эта стелька другая. У меня вот раньше такие же были сапоги. Но Сергею отдал, когда уезжали на юг. А эти вот они жесткие. И они на морозе все равно замерзают, потом как колом становятся такие. А вот такие мягкие они, ну, нормально они вообще. Все, сейчас буду одеваться и пойдем. Труба она как замерзнет, не замерзнет. Ну и нам терять нечего, потому что вода, насос, воды нету и не будет уже, она не включится, никакого чуда не произойдет, нужно доставать насос. Пока новый насос туда не поставили. Вытащили насос, значит, и замерили уровень воды вот по этой веревке. Вот. Значит, уровень воды, вот он, вот на такой глубине. А насос еще спускается вон на какую глубину. Так что воды там вообще предостаточно. Да, ну да, вода где-то вот уже отсюда уже начинается вода, он считаю, вообще в воде хорошо. Кое-как его открутили, потому что откручивается почему-то там. Наоборот. Да, откручивается по часовой стрелке. Сейчас надо открутить. Здесь вот видно стоит вот этот клапан обратного, как, ну, чтобы вода не стекала туда. Может, с ним что-то еще тоже проблема. Сейчас надо открутить это все. А здесь вот они, отверстия, может, они засраны. Там, короче. Ну, это какой-то другой, а то, который мы сейчас смотрели, тут с чем-то другой. Да? Да нет, такой же, похожий, что-то на такой. У него сверху сетка. А тут вот сбоку сетка. А, у него... Ладно, сейчас будем откручивать. Так, значит, открутили насос. Сейчас будем трубу туда обратно спускать, чтобы она не замерзла. Пока она гибкая, будем спускать ее обратно. Все, трубу туда-обратно разместили, чтобы она не замерзла. Сейчас возьмем насос с собой и поедем в магазин. Купим новый насос. Клапан вот этот, наверное, тоже новый. Че он тут? Ну-ка посмотреть. Может, он спускает. Он тоже он весь ржавый какой-то, непонятный. Да, наверное, он спускает. Короче, его тоже купим. Все, это купим. Купим новую автоматику на этот гидроаккумулятор, этот, ну, который бак там стоит в подвале. Завел машину. Сейчас у нас на градуснике 20, что-то 22, но утром было минус 30. Потеплело немного. Кнопка. Что, погулять решила? Сейчас машина прогреется и поедем в магазин за насосом. Пришли нам зубные щетки электрические, модель NX700 и NX800. Сейчас сделаем на них обзор
Две вот эти модели у нас пойдут на подарки нашим зрителям. Мы их разыграем. Запустим специальный сайт, и генератор случайных комментариев выберет победителей наших. Но это будет чуть позже. А сейчас сделаем обзор. Эти коробочки запечатанные, мы их и не будем трогать. Убираем. Это уже пойдут подарки нашим зрителям. Сейчас откроем NX 700. Мы уже тут открывали. Нам интересно стало, да? Инструкция. Инструкция на русском языке есть. Вот он. В комплект входит 12 щеток. 12 щеток И вот такая. и сама электрическая щетка. И зарядка. Щетки такой конфигурации. Все они здесь одинаковые. Здесь идет колпачок защитный. Он снимается. Сейчас пройдемся по режимам. На щетке есть 3 режима интенсивности. Первый режим, нажимаем сюда, второй режим, третий режим. Вот, загорается. На щетке есть несколько режимов: чувствительность, чистка, отбеливание, полировка и массаж десен. Нифига себе. Так вот они переключаются режимы. Какой тебе надо режим? Мгм. Зарядка. Да, зарядка, открывай. Так. Оп. Водонепроницаемая. Спрятано. Да, вот сюда вот этот кабель подключается. Самой блока питания нету, что ли, в комплекте. Но она просто питается вот от USB. Зарядки хватает на 365 дней. Нифига, На да? год. На год, да, считай. Есть индикаторы здесь. Когда загорается синим, то щетку уже нужно менять. У щетки рифленая поверхность. Такая гладенькая. В руке удобно. Да, Держать. удобно. Не будет выскальзывать. Угу. Даже когда еще руки скользкие будут, все нормально. Небольшая, удобно. Так поставил ее и все. Мгм. Можно будет разделить щетки, например, чтобы много не покупать вот таких щеток каждому. Можно просто вот эти щетки разделить. Детям, например, выделить сколько-то щеток. Ну, разделить поровну. Или, например, кто-то будет пользоваться вот этой зубной щеткой, например, мальчики. А Наташа с Машей будут пользоваться вот этой. И они напополам поделят эти щетки. Ну, как-то так можно будет сделать, да? Тоже вариант такой. Ссылочку оставим в описании, где можно приобрести. Кстати, щетки недорогие. Я что-то там смотрел. 1000 с копейкой-то стоит вот она, с копейками. Вот это да. Сейчас откроем вот эту щетку. И также посмотрим, чем она отличается от этой. Ну, а еще читай. Так, если так посудить, сколько денег уходит на такие обыкновенные щетки. Если еще хорошую купить. Кстати, у нас никогда не было электрической. Да. Сейчас Маша попробует, испытает. Всем испытаем. В наборе идет 12 щеток. Такие маленькие. А можно открыть одну? Давай откроем все равно. Посмотрим, какая она. Ну, На ощупь. на. Так. Я вот люблю, когда пожестче. Когда такие сильно, ну, ими как-то чистить не очень. А я вот иду, наоборот, помягче. Помягче, Чтобы да? у меня, вот когда если я потестую твердыми, у меня потом опухают десна. Такая щеточка. Мягонькая. Мягонько? Да. Ну да. Мне нравится пожестче. Как раз. Вот как раз для тебя. Вон, пожалуйста. Вибрация пошла. Ну, все, давай почистим. Ладно, ванной там потом. Все. Так, убираем эту. И сейчас Откроем следующую. Сюда сторонку пока. этими щетками мы будем пользоваться сами, а эти у нас пойдут На подарок. на подарки. Мы даже их вообще не открывали, потому что начнут там писать, что невнимательные зрители скажут: открыли, сейчас кому-то еще отдают. Эти мы вообще не открываем, так что это. Вот такие щетки. Вот. Тут другие. Да, здесь два вида разных, тоже 12 Щеток. штук, но они разные. Вот один вид такой,
И Синенькие. один такой же серый. Серый, только тут видишь, они как бы с неровностями. Мгм. Вот они, с рисунком. Угу. Рифленые такие. Все. Так. Так, достаем. Здесь идет зарядное устройство уже. Ну вот эта щетка подороже, не знаю, надо посмотреть. я не Нифига помню. интересная такая. Да, вот она ставится. Все, USB включается. Так, тоже инструкция. Инструкция. Здесь уже вот такая комплекция. Уже другая. Да. Здесь уже нету интенсивности, но переключения Мгм. нету. Вот она вот так раз устанавливается. Все, пожалуйста. Мгм. Уже может сразу же подзаряжаться. Да. Значит, этой щетки хватает зарядки у нас. Вот этой щетки хватает на 220 дней, чуть поменьше. Мгм. Ну, все равно 220 дней от одной зарядки работать, так это Ну. вообще... Нормально. Даже вот наш удобно вот в дорогу поехал, взял и никакой щетки не надо. Вот. Ну, можно и ручной. Ну, все равно приятно так быстрее, наверное, лучше чистить будет. А то стоишь, постоянно чистишь. Ну, испытаем. Значит, что тут у нас? Тоже есть режимы. Чистка. Это sensitivity. Чувствительность. Чистка. Отбеливание. Полировка и щадящий режим здесь. Щадящий режим и тоже массаж десен получается. Что, будем массаж дочен делать, Вот white отбеливание, чтобы он не чистка, болели. clear. Это чувствительность и щадящий. Это массаж десен тут написано также. Мгм. Да. Это вот этот, наверное, щадящий режим. Так, тоже колпачок здесь есть у нас. Включение. О, видишь как. Мгм. А как интересно переключать? Так же надо. Понятно. А, наверное, коротким Вот. нажанием. Вот так. Посерединке. О, видишь, какая музыка. Ну-ка, нажми еще раз. Нажимай. Угу. Это какие-то до, До, ре, ми, фа, фа, соль, си. Ага. Все? Вот Вот. такая. Угу. Закрываем, чтобы пыль не попала никакая. Инструкция есть на русском языке. Вот даже вот они. А вот они, режимы написаны. Что тут написано? Мелко сильно. Ну-ка, прочитай. Так, чувствительность, Чувствительность, чистка, чистка. ярко-белые. Это отбеливание. Угу. Это китайцы так написали. Ярко-белое отбеливание. Плоские какие-то. И забота. Мгм. Ну, перевод от китайцев. Ну ладно. Забота. Забота, да. Nedmi NX 8000 щеточка. А это NX 700. Я хочу вот эту сеточку посмотреть. А, открывай. Вот это вообще мягкая. Вообще, чем наши женские. Ну, вот ты можешь вот себе взять такую. Они же все равно можно хоть куда ставить ее. Нет, они разные, смотри. Да ты что, там другая что Да ли? там другая. Там просто круглая. Ну-ка, дай, открывай, сравним. Видишь, какая. Так нет, главное-то вот этот вход. Вот, видишь, это-то наконечники-то идентичные. Какая разница, можно и это поставить ее. Ну, поставь. Вот и все. А она подходит от этой щетки. Так что без разницы. Ну вот эти у тебя другие, вот это. Другая щетка. Вот ее открой, сейчас посмотрим вот эти. Так, это Так-то массаж. стильненько вот это смотрится, да? Угу. Ну, вот, Вот это, это вот, пожестче, да? вот это жестко. Угу. Вот. Я бы не сказал, что она такая жесткая. Отвечки нашего. А, Маленькие. ой, он сейчас придет из садика, так начнет. Это он ее убеди, это же вы потестить. Да. Ссылки будут в описании, где можно приобрести их. Переходим по ссылочке. Заказываем. Зубные щетки хорошие, недорогие. Качественные. Все, пойдем испытывать. Первый у нас тест NX 7000. Ну что, как ощущение? Непривычно. Непривычно, да? Это NX 8000. Тест. Что на мне, да? Все на тебе. Моя подобная крыска.
Чё ты? Так. Есть отличия или нет? Угу. И в чем отличие? Это мягче идет. Это может щетка такая здесь синяя. Это же синяя, мягкая. Но она больше Ну-ка угловая. сильнее надави. А вот видишь, загорается. Вот здесь загорается. Вот она, индикация загорается. Ну что не надо сильно давить. Она и отключается, щетка, когда сильно надавишь. Ну и чё, как? Нормально. Классно, да? Где забивается, которая щетка даже не протискивается. А это да. А это протискивать хорошо. Так я говорю, вот так вот подставил, оно какое-то так щекотит, аж что-то Да, вибрирует. но вот это, у этой вибрация немножко поменьше. Так а там же можно регулировать ее. А вот у этой, чем хорошо это, такая... Вот. Нет, Во, она на втором она На стоит. втором. Вот можно на третий поставить. не, просто еще вот детям можно, им чем удобно будет. Мгм. Что она не надо им сильно вот... у Матвеечки зубы же впереди. Чувствительные? Ну, и не надо. И у меня вот тоже чувствительные. Ну И да. всё. Все. Ссылки мы оставляем в описании нашего видео. Переходите, смотрите. Не знаю. В машине, наверное. Он вон в машине. Насос взяли с собой. На мойку. Все как-то это не получается заехать, то там занято, очередь. Ездим грязные. Надо будет. Че, Матвей, садись. 19 показывает. Не, пристегнул. Садись нормально, как всегда. Понимаешь, выше. 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 Вот так. Купили насос. Переходники, Всё там клапан. купили. Реле купили. Автоматик. Сказать, все купили. Только не купили термоусадку. Получается, провод мы обрезали. Весь провод, вот этот кабель, закопан же. Нам придется его соединять. Ну, изолентой замотаем, но все равно там же влага. Все, лучше термоусадку сделать. Там резиновые такие. Как они называются? Короче, фигнюшки такие резиновые. В этом магазине не было. Сейчас поедем. Там и Другой магазин. один электронный был, но он закрылся, магазин этот. Электрики надо, магазин электрики. Сейчас будем искать его. Вот, купили термоусаживаемые трубки. Термоусаживаемые трубки. Такие вот. Это на провода. Все, поехали домой. Делать наш, да, водопровод наш. Дальше. Приехали домой. Вот он насос. Тоже вихрь называется. Сейчас его, наверное, проверим. На короткое время включим немножко. Вот он. Новенький. Вот тут хоть провод, смотри, видишь какой. Угу. А то что-то мы зашли сейчас в другой магазин. Там насос такой вообще, он... Он наподобие вот такого вот. А, вот такого, вот. Смотри. Ну, и он тоже стоит 10 тысяч, как вот этот. Ну, как нам сказали, что здесь совсем другая система. Ничего, не лучше. Да. Вот видите, забор тут у него сверху идет. Как он тяжелый.
почитать хочу, что там написано. Модель ТТТ 40 литров в минуту. Максимальный насос 50 Напор 50 метров. Напор. Ну, нормально, наверное. Внимание, что там написано? Работа насоса в сухом, без воды. Не, Нет. не допускается. Лучше не надо включать тогда его на сухую. Работа, нет, А то сгорит еще. Гарантию дали 1 год на него. Реле новое. Вот оно. Его буду устанавливать. Потому что то мне не нравится. Ну, как-то непонятно работало. Или из-за насоса. Значит так. 20 метров он сказал. Должно быть. Всякие Эти переходники. переходники. Все, Сюда. сейчас тут уже соберем дома. Вот этот мне не понравился. А где тот? Где? Да, там. Здесь вот пластиковые мембраны. А, нам вот это уже надо. А зачем 2? Про запас. Ну все, Начинаем. сейчас собирать будем. Потому что время идет. До темноты надо успеть сделать. Так, все уже закрутил, подготовил. Провод пришлось обрезать. Сначала думал сделать розетку. В розетке все равно может быть контакт плохой. И решил все-таки... Да, и сырость туда может попасть в розетку. И решил просто обрезать это все. Потому что вообще кабель вот этот невозможно будет, ну, протолкнуть его сюда в подпол. Потому что там все закопано. И, ну, видно, делали, что провод длинный был. И прямо его сюда вывели. Там нет никаких, ну, в самой яме, там на улице нету никаких соединений. Поэтому придется его вот соединять с тем. И термоусадкой все заизолируется. Прокопались мы немножко здесь, потому что здесь у нас была маленькая загадка. На насос идет 3 провода, а здесь выходило 4. И вот мы думали, как подсоединить. И куда все? И куда, что, да. Тут уже фен подцепляли, тестировали, где фаза, где 0, где земля. Ну, земля-то там понятно. А вот почему 4 провода? Потом залез я в подвал, начал там все смотреть, эти провода, и обнаружил коробку. Оказывается, С этим насосом? с этим насосом там такая коробочка шла, и в ней какая-то бочоночек такой белый. И вот в этой коробке было распределено на 4 провода уже уходило. А чё, куда там? Короче, мы вырвали это все, И убрали эту изнутри все вытащили. И это переделали, короче, по-нормальному. Потому что с этим насосом не идет никаких коробочек. Кстати, этот в Харькове насос тот украинский был. Производство Харьков. Подожди, на улице у нас начинает темнеть. Ну, так мы долго тут скопошились. Я вообще думал, наверное. что с этими проводами делать. Все. Так, теперь надо вытаскивать трубу. Закрутили насос. Трос подсоединили. Все готово к погружению. Маша уже замерзла. Да и я тоже. Что-то похолодало уже. Становится холодно. Все, будем отпускать. А фонарик где?
Это все новый провод, да, шел? Что, нашла куда-нибудь? Это я черную отвертку просто не нашла. А как, есть другая? Сейчас вот посмотрю Да здесь. без разницы хоть. Давай фонарик, я тут что-то А. не могу прийти. Только такой нашла вот. Да, Что выключи долбие. Не, надо вот это. Чё? Все, доделай ему. Но Все, подкуси и все, стоп. Сейчас будем закрывать. Закроем и домой пойдем. Там настраиваем. Дома будем настраивать все дальше. В тепле уже. Залез в подвал. Сейчас буду менять вот эту реле, или как она называется, включение. Вот она новая. Здесь непонятно она ржавая. Короче, лучше поменяю. Проверю давление в баке. Вот манометр взял. Что-то там дети. Мама разрешила. Ну возьми, берите и все. Все купили, но забыли фильтры купить. Вот такие вот фильтры. Эти старые. Сюда надо было 3 фильтра. Один, второй. И там еще один. Третий. Вот. Помнил и забыл про фильтры. Поставил давление, проверил. Запускаю систему. О, все, пошел процесс. Вода пошла вверх. Все заработало. Сразу же вот сюда пошла вода. Раньше так не было. Видно, насос плохо качал. Вот здесь давление поднялось. Сейчас бак наберется. Интересно, оно должно выключиться. Реле сработать. Ты выключи пока воду. Выключай там. Реле выключилось. Ну-ка, включай воду. Сейчас еще песок бежит. Сейчас хоть вода вообще поступает. Посмотрим. Пока бежит вот так. Я не знаю почему. Кажется, новый насос поставили. Все, да, новое Может поставили. что-то там с давлением все-таки не так. Ну, когда... Но он включается, выключается. Ну. Вообще сейчас работает как часы. И насос, считай, туда нагнал. Может воздух сейчас как-то это Выгонит. выгонит или что? Что-то там выключил это. Потому что когда первый раз она вообще это струйка такой тоненькой. А вот две кучались там и там. Ну там вот в этом баке, где-то в гидроаккумуляторе, там что-то как воздух оттуда как-то выходит. Может он это выйдет, воздух, и тогда нормально Ну будет. ладно, хоть так бежит и то. Пока. Так. Сейчас вот такой только напор воды идет. Давление вроде нормальное. Но все-таки попробую подкачать еще давление. Если не поможет, то значит буду грушу чистить. Итак, будем определяться с нашими победителями. Кто получит у нас вот эти замечательные электрические щетки. Сначала разыграем NX 800, потом NX 700. Это наш канал. Вот оно видео, где мы показывали пылесос. Победителей будем определять по комментариям, кто написал вот к этому видео про робот-пылесос. Так, копируем ссылку на это видео. Копировать. И, значит, вставляем вот специальный сайт есть. Выбор случайного комментария к видео на YouTube. Сюда нужно вставить ссылку, к какому видео нужно выбрать комментарий. Так, вот он. Ссылку вставили. Робот-пылесос G10. Загрузить данные. Нажимаем. Идет загрузка. У нас загрузились все комментарии.
Есть вот кнопочка «Выбрать случайный комментарий». Нажимаем, и будет у нас победитель. Оп, Галина. Ее комментарий. Конечно же, хочу поучаствовать в розыгрыше пылесос. Мечта любой женщины. Ребята, мне понравилось то, что у вас такая большая площадь. Сараев много, вместительность хорошая. Можно зимой и городок построить. Горку, каток залить. Как раз для вашей семьи. Ну, у нас, значит, так. Городок, конечно, можно построить, но пока снега мало. Ни горку пока не построить, ни городка. А, значит, с катком у нас с водой, видите, и так проблема. Какой нам еще каток? Замечательная щетка, Галина, становится вашей. Поздравляем вас с таким призом. Итак, нашли мы комментарий Галины. Пишем «Ответить». Вот. Все. Отправляем. Так, все, отправили. Ждем от вас, Галина, письма. Клякса тут пришла. Ой-ой-ой, ты чё? Упала куда-то. Определяемся со вторым победителем, который получит вот эту зубную щетку NX7000. Так. Назад к комментариям. Так, сделаем. Выбрать случайный комментарий. Нажимаем. Татьяна. Татьяна у нас из Челябинской области участвует. 3 сердечка. Ну и не зря вы участвуете. Вы выигрываете у нас, Татьяна, такую прекрасную щетку NX7000. Сейчас напишем вам комментарий. Татьяне написали комментарий и отправляем. Все. Будем ждать ответов от наших победителей. Очень хорошие. Да, мы уже пользуемся вообще. Прекрасно. Всем пока, до новых встреч.